Со вчерашнего дня под моей елкой поселился вот этот симпатяга, тигренок, которого я связала по запросу своего сына в качестве друга для его любимого вязаного кота. Вязала я его спицами из остатков пряжи. Здесь я использовала пряжу «Детский каприз» в 2 сложения, пряжу «Пехорка народная» черного и белого цветов. Каждого цвета нам понадобится даже меньше мотка. И если вам понравится этот тигреныш, и вы вдохновитесь и захотите его связать, то дальше я вам подготовила все этапы подробно, как я его вязала. Вяжется он очень быстро, поэтому за 2 недели до Нового года вы еще сможете связать десяток таких тигрят, если захотите. Поэтому, кому понравилось, смотрите это видео дальше и до конца. Всем приятного творчества! Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю вам всего самого доброго, особенно не болеть, потому что сейчас это, мне кажется, самое актуальное. Да, в принципе, и всегда. Здоровье – это самое главное. Так что желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Начинаем вязание с классического набора петель. Берем вот так 2 спицы, складываем и набираем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Одну спицу убираем, берем следующую спицу. Также точно складываем и снова набираем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Снова одну убираем, берем еще следующую спицу и снова набираем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И берем еще одну спицу, еще также точно набираем. Молчи. Вот такая конструкция должна получиться. Вот так просто складываем и начинаем вязать лицевыми петельками дальше. Это у нас будет шея, начало вязания. Берем тот конец, который у нас не короткий, и начинаем вязать лицевые петельки с каждой спицы. Одну снимаем и продолжаем вязать. Каждую петельку провязываем просто лицевой с каждой спицы. Итак, мы вяжем сантиметр 1,5 в зависимости от того, какую вы хотите шею, может быть даже 2. Если вы хотите более длинную шею, то вяжите подлиннее. Все мы будем это вязать лицевыми петельками. Я провязала шеи 8 рядов. Вот у меня сколько получилось. Ну, примерно где-то 2 сантиметра. Теперь будем делать прибавки на плечи. Вот в первой петельке первой спицы и в последней петельке второй спицы с каждой стороны. В принципе, здесь можно вообще перейти на вязание на 3 спицы. Так будет даже удобней. Сейчас я это и сделаю. Из одной будем вязать 2. Вот у нас здесь сдвоенная ниточка. Мы будем делать вот просто. Первую петельку провязываем отдельно. Вернее, первую ниточку. И вторую ниточку провязываем отдельно. Это у нас получилась прибавочка на одну петельку. И дальше провязываем на одну спицу с этих 2 спиц. И в последней петле будем делать точно такую же прибавку. Так, одна ниточка отдельно провязывается и вторая ниточка отдельно провязывается. Вот мы прибавили 2 петельки. На следующих 2 спицах сделаем то же самое сейчас. Первая петелька,
вторая петелька. И на одну спицу собираем все петли. Так будет более удобно. Один и два, прибавочка. Так, что-то мне тут раздвоилось, сейчас еще раз сделаю. В общем, первую ниточку провязываем отдельно и вторую ниточку провязываем отдельно. Все, сделали прибавку. Прибавки будем выполнять в каждом ряду, пока не наберем желаемую ширину плеч. В следующем ряду то же самое. Первая ниточка, вторая ниточка, дальше все петельки просто провязываем до самой последней петельки. Так, последняя петелька, одну ниточку отдельно и вторую ниточку отдельно. Следующий ряд то же самое. Для меня ориентиром служит этот хвостик нижний. Я по нему ориентируюсь. Если вы не понимаете, можете повесить маркер в начале набора петель, где мы в самом начале там делали, где был хвостик ниточный. Так, следующая прибавка: одна ниточка, вторая ниточка. Дальше продолжаем вязание. Последние петельки то же самое. Одна ниточка и вторая ниточка. Так, делаем таким образом прибавки, пока не увеличится у нас ширина плеч. Я скажу, сколько прибавок конкретно должно получиться. Одновременно можно поменять ниточку и связать черную полосочку. Я сейчас это и сделаю как раз. Присоединю черную ниточку, просто привяжу ее узелочком и продолжу дальше вязание черной пряжей. Также точно буду выполнять прибавки. Я вот просто присоединю ее здесь. Естественно, это должно быть в начале ряда. Все, присоединила и продолжаю вязать черной пряжей, а оранжевую ниточку пока никуда не убираю. Она пусть пока у меня тут и находится. Также точно выполняю прибавочки. 1, 2 и вяжу. В общем, продолжаем вязание дальше. Черной пряжи я провязала только 3 ряда. Дальше снова поменяла ниточку на оранжевую и продолжила вязание оранжевой. Я ничего не обрывала, просто стала вязать следующей ниткой. И все, эта ниточка у меня вот здесь вот она так и остается. Я еще хотела сказать, что если вам не нравится прибавки делать так, как я показывала, можно делать прибавку из 1-2, например. Сейчас покажу. Первую ее провязываем, и эту же петельку провязываем еще раз. Вот так можно делать прибавку. Можно делать прибавку из протяжки после вот этой первой петельки. Сразу же берем из протяжки петлю. Вот протяжечка такая. Берем ее и вот таким образом скрещиваем ее, как бы перекручиваем. И также точно провязываем. Получается прибавка из протяжки. Так, я сейчас буду переходить снова на 4 спицы, чтобы было удобнее мне. На каждой спице будет по 13 петелек. Итого вот на этих вот, на каждой из 2 спиц должно получиться по 26 петелек. Это я после прибавок уже у меня остается по 26 петелек на каждой спице или по 13 если разделить на 4. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Так, сейчас сделаю последнюю прибавочку и перейду еще на другой спице, разделю потом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И эту же петлю провязываю еще раз. 13. Так.
Здесь у меня уже провязан рядок. Переходим уже просто на круговое вязание с этого ряда. И переходим просто на круговое вязание. Здесь я тоже поделю еще на 2 спицы. Здесь уже никаких прибавок делать не надо, просто делим. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И продолжаем вязание просто по кругу на высоту туловища, какую вы хотите. Может быть, поменьше, побольше. Кто как захочет. Одновременно вводим в вязание черные полосочки. Вот я сейчас как раз рядок провяжу и буду вводить черную полосочку снова в вязание. Так, сейчас этот ряд я провяжу. И подключусь, когда буду уже выводить. Вот эти места, чтобы не было дырок, вот так вот поплотнее провязываем. Подтягиваем ниточку, чтобы не было дырочек у нас между спицами в промежутках. Сейчас вот я буду переходить на круговое вязание. Вязание, как я уже сказала, мы на него уже перешли. Буду менять ниточку. Просто вот берем, перекручиваем 2 ниточки. Вот так зацепляем, чтобы это была немного перекручено. И начинаем вязать черной ниточкой. Тут подтягиваем. Я буду вязать по 3 ряда черную пряжу. Но в принципе здесь, я думаю, что закономерности быть не может, поскольку полоски могут быть и хаотичными, потому что в природе симметрии у нас не существует. В общем, вяжем по кругу на нужную длину, какую хотите. Такая конструкция у нас получается. Я провязала в высоту 26 рядов. Сейчас приступлю к вывязыванию ножек. Для этого в начале ряда, с самого начала, вот провязываем 9 петелек. 1 на первой спице, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Остается вот здесь на этой спице 4 петли, мы их сокращаем, вернее закрываем, а не сокращаем, закрываем просто. Первую провязываем, вторую провязываем, протягиваем одну через другую. Дальше следующую провязываем, опять протягиваем. Следующую провязываем, так протягиваем. Закрыли на этой спице. Берем другую спицу, переходим на следующую спицу, закрываем тут тоже 4 петельки. И у нас должно остаться на этой спице 9 петель, как на той. 1, 2, 3, 4. Вот нам нужно еще одну сократить, потому что там у нас петля оставалась с той спицы. Вот, и эта петелька будет тоже считаться как первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Вот мы сократили. Вот у нас наши ножки уже обозначились. Теперь на этой спице оставляем, провязываем 9 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем, в общем, 9 петелек. 4 у нас здесь опять остается. И их тоже также закрываем. Там вот я вышла из кадра, не очень было, наверное, хорошо видно. 1. Так, 2.
куда-то у меня здесь одна петля пропала. Нет, все правильно. 3, 4. Так, ну, на этой же спице так сделаю. 5, 6, 7, 8. Так, тут у нас 3, 6, 9. Еще нужно одну петельку сократить. Так, сократили. Все. Вот у нас такое расстояние получилось закрытое. Переходим на другую спицу. Также провязываем 9 петелек. Это первая у нас уже она провязанная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Так, вот у нас ножки тут нарисовались. Сейчас вот эти вот я буду вязать только сначала одну ножку, потом другую. Так. Вот на вот этих вот 18 петельках, ну то есть как бы по 9 петелек на каждой спице, того 18 я буду вязать также. Так, на 9 петельках, на 18 вот этих петельках, 9 петелек с каждой стороны, сейчас я буду вязать ножку по кругу. Просто провязываю, как обычно при круговом вязании, лицевыми петельками. Так, эту спицу провязали, берем следующую спицу. Так, просто как палец у варежки будем вязать сейчас. Вот эти петельки пока вот на этих спицах можно снять на булавку или на нитку, чтобы они не мешали, эти спицы. Так, и продолжаем вязание. Также точно менять будем цвета, чтобы получались тоже полосатые ножки. Так. В общем, продолжаем вязать ноги на нужную длину. Сейчас еще покажу пару рядочков. Так, довязываем. Переходим на другую спицу. Подтягиваем, чтобы дырочки не было никакой. В общем, вяжем на необходимую длину ноги. Одну ножку, потом также точно вторую ножку. Нужно будет здесь ниточку оторвать, закрепиться и перейти на вязание второй ножки. Я провязала в высоту ножку 18 рядов. Вот и тоже у меня вторая ножка. Первую я, видите, завершила таким белым, как сказать, следочком. Вот сейчас мы прицепим тоже белую пряжу, и я буду вязать этот следочек на второй ноге. Я вот таким образом здесь присоединю просто узелочком. Этот узелочек спрячем внутрь ножки. Его не будет видно. Так. И в этом ряду сейчас сразу же, вот, в каком мы будем присоединять другую ниточку, провязывать, в этом ряду нам нужно будет сделать прибавка через каждую одну петлю. Вот эту петельку провязываем без прибавки, а в следующую свяжем из 1-2. Так, следующую провязываем просто, следующую из 1 вяжем 2 петельки. Следующую просто одну провязываем, следующую из 1 вяжем 2 петельки. На этой же спице делаем то же самое, только смотрим, тут у нас закончилась без прибавки петелька, а следующая, значит, самая первая будет у нас с прибавкой. Из 1 вяжем 2. А можно
И так чередуем петельки, одну без прибавки, следующую из 1-2. Так до конца ряда. Теперь просто вяжем без прибавок 6 рядов по кругу. Просто лицевыми петельками 6 рядов по кругу. Потом пойдут убавки. Я провязала на этой лапке 6 рядов в высоту. Теперь я буду сокращать в каждом ряду. В начале ряда 2 петельки провязываю вместе и в конце ряда 2 петельки провязываю вместе. В начале ряда с наклоном влево, а в конце ряда с наклоном вправо буду провязывать 2 вместе лицевой. Так, вот до 2 последних петелек довязываю и провязываю 2 вместе с наклоном вправо лицевой. Теперь на следующей спице то же самое: в начале ряда убавка, в конце ряда убавка. Так, первую снимаю, вторую провязываю и протягиваю. Это называется с наклоном влево, 2 вместе провязать. Так, до конца ряда, до 2 последних петель довязываю в конце этой спицы. То же самое убавочка, только с наклоном уже вправо получается. А та была с наклоном влево. И так каждый ряд до тех пор, пока у нас на спицах не останется по 3 петельки. А потом 3 петельки будем провязывать уже вместе. Убавочки в каждом ряду. В начале ряда убавка с наклоном влево, 2 вместе, потом довязываем до 2 последних петелек на спице, убавочка 2 вместе с наклоном вправо. В общем, так вяжем до тех пор, пока у нас не останется на спице на каждой по 3 петельки. Продолжаем. Так, по 3 петельки у меня уже все осталось на каждой спице. Теперь я эти 3 петельки сокращу сразу же. Так, первую снимаю, 2 вот эти провяжу с наклоном вправо 1 петлей и протяну первую петельку. Так, и со второй спицы то же самое. Одну снимаю, эти 2 провязываю с наклоном вправо. Трудновато, конечно, здесь это уже сделать, но ничего. Так, протягиваю одну через другую. И вот эти 2 петельки остались, которые нужно сократить. Просто также точной протяжкой провязываем с одну через другую. Все, ниточку можно оборвать и пока закончить на этом этот этап. Теперь нужно будет набирать на лапки. На лапки я на каждую спицу наберу по 8 петелек. Оранжевым цветом сначала, естественно. 2 спицы берем сначала, чтобы было удобно потом провязывать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одну спицу убираем, берем вторую спицу. Также набираем 8 петелек. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, это убираем. Теперь смыкаемся в круг и вяжем так же точно, как мы вязали ножки, по кругу на необходимую длину наших. Это не ручки, это лапки у нас верхние. Неправильно я говорю. В общем, вяжем просто лицевыми петельками.
Включаю в работу черную пряжу, как на лапках, на нижних. Вяжем необходимую длину верхних лапок. Потом, когда длину лапки провязали, так же как на ножке, мы делаем такие же беленькие следочки. Также точно через одну петельку делаем прибавочку из 1-2. И также точно закрываемся, как на нижних лапках. В общем, вяжем аналогично, только тут будет немного меньше петелек. Там у нас было 18, здесь у нас получается 16. В общем, вяжем. Если вам на 2 спицах здесь неудобно, можно разделить на 4 спицы. Но я думаю, что здесь на 2 гораздо удобнее, чем на 4. Продолжаем, в общем, вязание по кругу на длину верхней лапки. Свяжем их так аналогично 2 штучки. Потом будем их набивать и пришивать. Так, вот уже немножечко провязала. Так, я провязала 23 ряда в высоту у верхней лапки, у первой. Ну, аналогично будем вязать, естественно, и вторую. И сейчас также точно, как на нижних лапках, я буду делать такую подушечку белую. Одну я провязываю просто петельку, со второй делаю из 1-2. Следующую просто провязываю, следующую из 1-2. Следующую провязываю, следующая из 1-2. Следующую провязываем в конце из 1-2. На следующей спице у нас начинается с петельки, которая идет без прибавки. Следующая из 1-2, потом без прибавки. Следующая петелька из 1-2, без прибавки. Следующая из 1-2. Следующая без прибавки. И последняя с прибавкой. Так. Дальше вяжем просто белой пряжей, без прибавок по кругу. Рядов 5 можно провязать, можно 6, так же как на нижних лапках. Но я думаю, здесь нужно поменьше. 5 рядочков, высоту хватит. Потом будем делать такие же убавки, как мы делали на нижних лапках. Так, и я провязала 5 рядов. Теперь буду делать убавочки, такие же, как на тех лапках, на нижних. Первую сокращаем. До 2 последних довязываем. Также точно их сокращаем, только с наклоном вправо. То было сокращение с наклоном влево. Так. Снова в начале спицы сокращаем. До 2 последних довязываем. Так. И так до тех пор, пока у нас здесь не останется 2 петельки на спице. Потом эти 2 петельки мы тоже сокращаем и закрываем, так же, как делали там. Только там у нас оставалось 3 петельки, а здесь у нас останется 2, потому что у нас здесь четное количество. И 2 эти петельки тоже нужно сократить. Все, в общем, убавляем лапочку и также точно вяжем вторую лапку. Лапки обе я сделала верхние. Сейчас будем вязать голову.
прям к этой ниточке я присоединюсь. Вот так просто узелком. Потом все равно это все вяжется. Так, и подниму здесь на каждую спицу по 10 петелек. Потому что мы набирали изначально по 5 петелек на 4 спицы. У нас здесь того 20 петель, поэтому я просто сейчас по 10 петелек на каждую спицу подниму, и все. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, и на вторую спицу также точно поднимаем 10 петелек. Так, на двух спицах по 10 петелек я подняла. Теперь будем прибавлять так же, как мы делали на подушечках лапок. Через одну петлю вязать прибавку из 1-2. Одну без прибавки провязали, следующая из 1-2. Опять без прибавки, следующая из 1 петли 2, так, следующая без прибавки 1 петля, следующая из 1 петли связать 2, и так вяжем весь ряд до конца. Так, я провязала с прибавками весь ряд, и теперь провяжу ряд без прибавок просто по кругу лицевыми петельками. Так, вяжем. В переходах здесь не стягиваем, подтягиваем ниточку, чтобы не было дырочек. Продолжаем вязание. Вот что получилось. Теперь прибавим в этом ряду через 2 петли, из 1-2 сделаем. Первую провязываем без прибавки, вторую без прибавки, в третьей делаем из 1-2. Снова 2 петли без прибавки, в третьей сделаем из 1-2. И так мы вяжем до конца ряда. 2 без прибавки, следующий из 1-2. Так, все, я завершила. Следующий ряд я просто вяжу без прибавок. По кругу так же точно, как вязала всегда без прибавок ряды. Вяжем, в общем, по кругу. Все последующие ряды тоже вяжем без прибавок. Провязала я 4 ряда в высоту и решила через каждые 3 петельки прибавить еще прибавку из протяжки сделать. Сейчас покажу. Вот 3 петельки провязываем, делаем прибавку из протяжки. 3 провязываем, прибавку из протяжки делаем. Там в конце ряда должно остаться 4 петельки, вот третью 3 провязали, последнюю делаем прибавку из протяжки, и 4 эти петельки просто провязываем. У меня на спицах по 25 петелек получилось в итоге, и дальше вяжем просто по кругу. Я решила это сделать для того, чтобы мордочка была немножечко попухлее. Все, я перехожу к убавкам на голове. У меня получилось, сейчас скажу сколько, после того, как я сделала из протяжки прибавки, я провязала еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. И сейчас я буду их убавлять.
Так же точно, как я делала на лапках. В начале ряда сокращаю 2 петельки, в начале спицы вернее, и в конце спицы 2 последние петельки тоже сокращаю. Так, в общем, довязываем до 2 последних петель на спице и сокращаем точно так же, как мы это делали на лапках. Так, сократили, переходим на вторую спицу. Здесь все то же самое. Сначала протяжкой сокращаем 2 первые петельки, так провязываем. И все то же самое до 2 последних петелек и 2 последние петельки на спице тоже провязываем одной петлей. Сокращаем петельки до тех пор, пока у нас на спице на каждой не останется по 11 петель. Здесь можно, конечно, заморочиться и закрыть иглой, но я буду закрывать методом 3 спиц. Я уже вот тут начала, поскольку я все равно здесь буду вязать такой хохолок, поэтому самый оптимальный вариант. Потом будет удобно подцеплять петли крючком. В общем, переснимаю с дальней спицы петельку на ближнюю спицу, провязываю 2 петли вместе лицевой и вот так вот провязываю, протягиваю одну через другую. Так, и так дальше. В общем, переснимаю с дальней спицы на ближнюю. Можно это, в принципе, сделать все и крючком, но я не хочу сейчас за крючком еще идти. Так, вот закрываем так до конца ряда. Снимаем, провязываем, закрываем. Так, все, вот что получается. Сейчас сразу вот где у меня эта косичка идет, вот здесь, я по вот этой передней полупетельке буду вязать, набирать петельки на ухо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Даже можно 8 сделать. 8. На следующей стороне, на другую спицу забираем тоже вот эти вот полупетельки, которые вот здесь. Первые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь будем вязать по кругу несколько рядов, потом закрою я так же точно, как я закрывала эти следочки беленькие, но буду доводить только до 4 петелек или до 2, чтобы ушко не было слишком острым, и потом закрою также точно методом 3 спиц в конце, чтобы не были ушки такие вот треугольные, потому что у тигра они немножечко такие закругленные все-таки. Ну все, вяжем ушко и закрываем его. Так, уши готовы у меня. Ниточки сейчас только я уберу иголкой туда внутрь. В общем, оставляла 4 петельки и закрывала методом 3 спиц. И на этом этапе нужно набить всего нашего животного. Вот через это отверстие набиваем сначала голову, шею, потом переходим ножки, набиваем туловище и набиваем отдельно лапки и их пришиваем вот сюда. Я пришивала вот с этими же ниточками, которые у меня вот здесь оставлены. Просто вставляла в иголочку ниточку. И вот сначала вот здесь собрала эти петельки. Через одну подцепила вот так, через край. И просто стягивала.
можно просто через одну сначала и стянуть ватку туда. Эту. Я набивала, кстати, ватой. У меня нет синтепона сейчас, к сожалению. Но в идеале лучше, конечно, с синтепоном, потому что ватой получается комковато, так это тяжеловато, а синтепончиком, конечно, гораздо лучше. Но у меня вот его, к сожалению, нет. Так, в общем, вот соединили. Потом протягиваем ниточку вот сюда, между петельками. Прячем ее так, чтобы она не вылезала никуда потом впоследствии. Так, можно закрепить парочку стежков. Так, вот я закрепляюсь. И можно начинать пришивать. Пришивала я вот сюда, где у нас окончание плеча, вот так вот пришиваем. Аккуратненько стараемся, чтобы стежочки были незаметными. Подцепляем ниточек побольше, чтобы чего тут у нас не хлябало. Ну, просто, в общем, так вот пришиваем потайным таким швом. Премудрость здесь невелика, конечно, я думаю. Показывать особо здесь мне не стоит. Вот, в общем, пришиваем ручку вот так по кругу полностью. И ниточку где-нибудь спрячем. Внутри выведем ее, чтобы она не мешала и не торчала нигде. Вот. Ну, в общем, пришиваем так же, вот как у меня здесь пришито. И вот это отверстие нужно зашить. А потом уже можно переходить к оформлению мордочки. Вот такое оформление у меня получилось. Я сначала связала вот этот беленький элемент. 14 петель набрала. Провязала 6 рядов вверх. Дальше начала убавки такие же, как мы делали вот тут на ушках, на лапках. Осталось у меня здесь 6 или 8 петелек, я уже честно не помню. Закрыла эти петельки и пришила этот элемент сюда. Когда осталось небольшое отверстие, здесь набила немножко ватки. Потом черной пряжей, которой я вязала, вышила вот эти полосочки. Вот под носиком вот здесь эту штучку сделала. Брови. Глазки я вот эти пришивала, а не приклеивала, потому что не держатся у меня такие глазки приклеенные очень долго. Их или кто-нибудь отгрызет, или кто-нибудь отковыряет, поэтому я их всегда пришиваю. Но здесь обычная пуговица на ножке. В общем, я не стала показывать подробное оформление лишь потому, что не особенный специалист по мордочкам. И я думаю, что вы сделаете гораздо симпатичнее эту мордочку. Вот. И потому что здесь, огромное количество вариантов. Тем более у каждого есть материалы разные, поэтому придумать можно все что угодно. И добавила вот такой шарфик. Просто связала платочной вязкой на 10 петельках. Такой шарфик и привязала, потому что шейка мне показалась длинновато. Можно бы шейку было и покороче связать. Я думаю, что в преддверии Нового года это видео будет для вас полезным, потому что этот тигренок вяжется очень быстро, легко, на спицах. Материалы можно найти, я думаю. Дома у вас найдутся какие-нибудь остатки пряжи, это по-любому. И вы порадуете своих детей такой симпатичной игрушкой. Всем пока-пока, огромное спасибо за внимание. С вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять свои комментарии. И до новых встреч!